Ну а спонсором данного ролика является канал девушки Эви, который, между прочим, полностью посвящен миру взрослого кино. Ох, на ее-то канале вы точно не заскучаете. Она поможет вам отдохнуть от суровых игровых будней и окончательно расслабиться после гейминга. Отдыхайте глазами и узнавайте много нового о ваших любимых актрисах. Ссылка, как всегда, в описании. И, кстати, строго 18+, чтобы мама не ругала. Твою мать, началось! Хера себе! Что это такое? Боты, что ли? Так вроде бы не похоже. Это люди, судя по всему. Вот это отряд, твою дивизию, вот это я понимаю. Надо как-то, знаете, с дистанции за ними пронаблюдать, так чтобы они меня достать все-таки не могли. Да, вон они к вертушке бегут. Они взлет... Какого хера? Ох, это мне уже не нравится. С вашего позволения, дамы и господа. Как хорошо, любимый мой, лететь с одним крылом. Откуда у них, мать его, вертолет? Ох, нет, быстрее, быстрее садись. Только жопой не на дерево, пожалуйста, не застрянь. Твою дивизию. Вот это вляпался. Хорошо, полетали. Мамочка дорогая. Так, здесь мне строго понадобится СВД. Патроны, где патроны? Так. Как-то, знаете, мы слишком быстро поменялись ролями. Мне это ой как не нравится. Ах, сволочи, вот они садятся. Ну давайте, мать вашу. Мягкой вам посадочки. О! Вот это уже совсем другое. Сука, спалили! Жри свинец, скотина! Вот так вот! Пилота выбили, да неужели? Ох. Ох, не вписался. Твою дивизию. Докатались. Да. Минус колеса, ладно. Дальше придется шариться пешком. Незавидное положение, конечно. Ну да ладно, дай бог, может быть, где-нибудь в Святой Могилевке мы найдем хоть одно колесико. Ну да. Не тут-то было. Конечно, можно еще по амбарам пошариться, но это дело такое. Наверное, колес здесь действительно не будет. Ладно, в любом случае, как бы там ни было, мотоцикл надо спрятать, перегнать, дабы всякие проклятые элементы его не украли. Опача. А куда этот Ой. Так, кажись, меня заметили. Ну да, не просто ж так он в будку спрятался. Наверняка я вам хочу сказать. Ладно, если он меня видел, давайте по-быстрому перебегать отсюда. Хотя нет, знаете, похоже, парень тоже ищет колеса. Замечательная ситуация. Ну как колеса? Что-то ищет. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. На всякий случай автоматический режим. И давайте потихонечку за ним. Вот так вот. Искал колеса, нашел приключения на задницу. Так, здесь, надеюсь, никого? Чисто. Угу. Так, еще один парень. Стоять, я же видел Гелика. Дела дерьмо. А вон и Гелик побежал. А, не ешьте меня. Так, одного, кажись, завалили, и теперь срочно надо бинтоваться. Гелик вроде бы достаточно далеко. Времени перевязаться у меня будет вдоволь. О, главное, чтобы эти твари не зажали. Да. Чтобы не зажали. Ну-ка, подвиньтесь. Ладно, теперь по жестику надо отсюда валить. Гелик сейчас прибежит. Да, уже прибежал. Было бы неплохо поменять позицию. Гелик, пощади. Откуда же он стрелял, я так и не понял. Да, дела. Так. Покушали, перевязали, из кровушки залили, более утоляющее схавали, и теперь-то все нормально.
Насколько я слышал, в это время как раз пацанчик стрелял из Гевера где-то опять-таки в том же районе. Да уж, я так и не понял, откуда он по мне стрелял и как смог зацепить. Но тем не менее он по-прежнему там, и нужно, наверное, возвращаться. Кстати, наверняка же они сюда не пешком пришли. Да уж, а дядя до сих пор постреливает. Странно, что он там сидит, честно говоря, я думал, для нас уже все закончилось, но нет. Он по-прежнему там тусуется, и знаете, мне кажется, что когда я убегал отсюда, попал по мне совершенно не он. Возможно, он играет еще с кем-то в компании, поскольку действительно в этот момент он должен бы быть за амбаром. Так, ладно. Судя по звукам, он где-то в дальнем конце амбара. Ну, если я правильно понимаю. Ладно. Времени особого у меня нету на раздумие. Будем смотреть по окнам, что же еще делать? Ау, есть кто-нибудь дома? Так, это труп первого. Второго пока что не видно. А нет, видно. И он тоже не такой уж глупый, как кажется. Есть, зацепили? Отлично. Надо бы, конечно, проверить, но знаете, учитывая тот опыт, что по мне кто-то стрелял снаружи, я лучше позаглядываю в окна и к дверям подходить не буду. Они слишком открытые. Да, дядя лежит? Отлично. Было бы просто здорово их всех сейчас залутать, но не знаю, насколько это безопасно. У меня нету даже рюкзака и на самом деле простейших вещей, поэтому я бы с удовольствием лутанул. Да, у них здесь неплохо, в принципе, геверы какие-то. Да, рюкзаки у вас есть, господа? Койот. Ну, знаете, с корабля на бал просто. Так, ПДВ у меня тоже есть. Саперные лопатки, это все пригодится, дальномер. Знаете ли, давайте я заберу с большим удовольствием твой гевер. Возьму на него немного патронов. Так, не посягает на меня. Кыш. Хорошо, к нему я вернусь чуть попозже. Хотя, в принципе, почему бы и нет? ПБС-ок куча, патронов полно. Получайте. Так, пожалуй, верну и фанфал на всякий резервный случай. У тебя тоже койот. Отлично. Так, компакт. Ну, тоже продадим, почему бы и нет. Немного дозвуковых стонажек возьмем. Ключи какие-то имеются. Конечно, транспортных средств я возле вас, ребятки, не видел, но от ключей не откажусь. Позабавились, давайте потихонечку отходить. Хотя, знаете, лучше выйду на правую сторону. Я по-прежнему помню, что по мне кто-то стрелял снаружи. Поэтому будем держаться этой стороны. Она, по всей видимости, безопасна. Просто, скорее всего, он сидит где-то там. А если уж с этой стороны по мне не стреляет. Хотя, знаете, сейчас меня меньше всего волнует, кто где сидит. Мне хочется починить свой мотоцикл и как можно быстрее отсюда слинять. Ну или как программа минимум, просто закрыть его, тихонько припрятать и дождаться более удачного момента. Умирать ради мотоцикла тоже как-то не особо хочется. Да уж, дорогой, много ты, конечно, повидал. Ну вот, еще одно приключение позади. Так, еще одно колесико. Да. Конечно, еще бы корпус можно было починить для полного фэншуя. Но давайте на всякий случай побережем запчасти на следующий раз. Неизвестно, куда я еще успею на нем влупиться. Ладненько. Ох, что за сволочь его щат разговаривает. Я очень сильно надеюсь, что в этот раз я нормально смогу войти во все повороты, и снова чинить проклятый дрынчик мне не придется. Так, аккуратненько. Ох, здесь скорость надо явно поменьше. Твою мать. Приехали. Но мне кажется, такая история могла произойти только с одним идиотом. Со мной. Да. Ладно, все, мотоцикл, на этом с тебя хватит. Ты больше не мой. Горит и пропадом такой транспорт. Дальше мы пойдем пешком. Что же еще делать?
Открывайся, сволочь. А давай... Ух! Тихо! Я не пойму... Началось. Ребята, я не в настроении. Знаете, у меня такое очень жесткое дежавю. Да, вижу придурка. Хорошо. Откуда вы здесь беретесь? Ух ты, калашик. Ну понятно, откуда у них оружие. Знаете, у меня одно предположение. Эта деревня меня просто не отпускает. Так, штурмовая группа пошла, я понял. Да, давай, тихонечко, тихонечко. По стелсу, пошел. О, давай, к дверям прямо. О, давай, в двери. Такие двери очень хорошие. Да, даже не понял откуда. Бывает. Так, а я тем временем уже бандит. Нехорошо. Ой. Не, это что дернулось? Я думал, это я бандит. Так, нахер. Это не я бандит. Это домик завалился. Да уж. Фанфал, я, конечно, знал, что винтовочный патрон очень тяжелый, тому подобное, но нет, дома он рушить не должен, знаете ли. Нет, конечно, разное бывало, но дома я еще не ломал никогда. Что это за задница? Да, Арма, ты меня не перестаешь удивлять. Ну и ну, ребята ставят сейф, видимо решили базочку свою обосновать. Да, конечно, не совсем удачное место вы выбрали. Или просто не в совсем удачном месте вы оказались, ну ладно. Давайте, наверное, начнем стрелять, прежде чем они поставят сейф. Так, о, их там довольно много, по-моему, 3 как минимум. 300 метров примерно дистанция, и надо бы начать стрелять раньше, чем поставят сейф. Не заметили, надеюсь, нет? Так, один, кажется, есть, кто-то умер, и надеюсь, это был именно он. А нет, это не я. Судя по логу сверху. Хорошо, он очень сильно домогнутый. И теперь, конечно, будет сложно всех подстрелить. А с другой стороны, куда они денутся с подводной лодки? Так, а вон, по-моему, один герой уже выползает на позицию. Ну, постреляем. Как в биатлоне. Ладно, наверное, самое время менять позицию. Я вижу, они уже засели, так капитально не высовываются. Ох, а вот и меня пытаются обходить. Чертовски вовремя я выхватил, знаете ли, свою эмку. Ну-ка, давайте, развалины, не подведите старину. Давай, козел, приближайся. Так, один готов, и кореша твои тебе не помогут. Ну, они пытались, но вышло очень поздно. Ладно, а теперь уже отсюда надо явно валить. Эти развалины скоро будут под жестким обстрелом. Эх, не лагай. Так, вижу, они там что-то активизировались. Ну, до Урала в любом случае я им добраться не дам, но вот выглядывать сейчас, честно сказать, боюсь. В принципе, он стоит прямо в проходе, но их двое, и, возможно, он просто меня байтит, а второй уже давным-давно держит меня под прицелом. Сомнительная фигня, но в принципе можно попробовать. Я думаю, они точно не знают, за какой именно стеночкой я стою. Поэтому шансы есть. Да уж, очень четко здесь разместились эти развалины, но мне кажется, придется отсюда сваливать. Позиция уже слишком явная, не дай бог у них есть еще какие-то дружки. Меня здесь просто зашибут. Да и тем более, последний паренек привел сюда зомби, и после первого же выстрела у меня здесь их будет просто полно. Так. Опять меня пытаются обходить, ну или что-то в этом роде. Начались какие-то маневры. Ох, черт, как же меня это стремает. Ну и валить-то отсюда как-то сложно будет. А кстати, вон я, кажется, и второго вижу посреди поля. Да. Ползает засранец. Есть. Кажись, кто-то помер, очень надеюсь, что это он, господи, хоть бы это был он. Ладно, и последний у нас остался где-то там за катышками. Наверное,
Сейчас лучше всего будет переобуться на автомат, и очень странно, почему этот зомбяк на меня до сих пор не заагрился. Неужели в DayZ моде какая-то особая система стелса? Не знаю, так это ли, но она меня очень радует. Если она, конечно, существует вообще. Не знаю, может катышки простреливаются, хотя это же не стендалон. Очень и очень вряд ли во второй армии такое будет. Да уж, даже не знаю, как его теперь оттуда выкурить. А реально тупиковая ситуация. По тылам вроде бы все нормально, по крайней мере теоретически. Ну, знаете ли, раз не пришибли, значит все точно нормально. А я долго думал, стоит ли это делать или нет, но кажется пора, иначе просто ситуация зайдет в тупик. Он сидит примерно за этим катышком, и я думаю попробовать его задымить. Во-первых, туда соберутся зомби, но во-вторых, у него уменьшится обзор, и я точно смогу куда-то сманеврировать. Ох, надеюсь, в школе не зря на бейсбол ходил. Да нет, вообще немного зря. Совершенно не туда закинул. Ладно, но тем не менее, на эту сторону я теперь могу маневрировать. Правда, куда маневрировать? Там лес с очень тонкими деревьями. Но кажется, это мой шанс. Вперед, господа! Остается только верить. Я уже ушел в понижение, в принципе, теперь видеть он меня не будет. Но нужно бежать дальше, хотя бы до этих домов. Эх, чувствую, сейчас дым развеется, и мне будет полная жопа. Ох, очень рисковая затея. Мне бы еще одну шашечку, и все бы было просто превосходно. Но знаете, мне кажется, что мы сейчас с ним просто поменяемся местами. Я займу их неудачную позицию, а он засядет на моих королевских развалинах. Будет нехорошо. Скажу вам честно, это первый раз с 2012 года, когда я в DayZ моде применил дымовую гранату. Ну, чисто так, по делу. Для этого я их кидал максимум, чтобы агрить зомби, но теперь понимаю, что в принципе это довольно полезная штука. В КС-ку надо было чаще просто играть. О да. Наконец-то я его выждал, и он, похоже, совсем не понимает, где я сижу. Слава богу. Так, если он еще и смотрит в другую сторону, то это просто сказка. Леха. Хорошо воевал, Леха, но плохо все для тебя закончилось. Так, насколько я понимаю, их было трое. Троих мы убили, по-моему, самое время лутать, но, блин, как бы там ни оказалось еще кого-нибудь. Так, тихо, кто стонал? Леха вроде бы погиб. Ну или там двое погибло, но, по-моему, это был именно Леха, да, он мертвый. Так, наверное, стонали все-таки ходячие, хочется в это верить. Теперь нужно очень быстро паковать все это дело и как можно быстрее вывозить куда-нибудь подальше. Да, Урал машина хорошая, думаю, все вместим. Главное, чтобы трупы не пропадали, а то пока я маневрировал, все что угодно могло случиться. Так, никого хоть нету, боже. Да, фух, слава богу. Иначе это сейчас очень резко могло закончиться. Мой триумф. Так, ну сейф, естественно, они уже закрыли, поставили, все, до него мне не добраться, и его мне, по сути, не забрать. Какие все сегодня злые, я прям не знаю. Да, и еще и Урал целый, ох. Я не знаю, почему они его оставили открытым, может быть, я так резко начал стрелять, и они закрыть его не успели. Ладно, в Урале ничего толкового нету, но сам факт присутствия машины меня уже радует. Давайте поедем, залутаем Леху и его друзей, и поскорее будем отсюда сваливать. Ох, я на одного чуть не наехал. Так, Урал, наверное, поставлю на эту сторону. Мне кажется, что если кто-то и придет, то именно со стороны побережья. Так, что у тебя было, братан? Ох! Ну, прости меня, М24, ты очень хорошо отслужила сегодня, но здесь есть вещички потоповей. Да и патроны, в принципе, я на тебя сброшу, они мне не пригодятся. Так, GPS. Так, я понимаю. Ох, уже рюкзачок неплохой. Ладно, М24, возможно, еще поживешь. Возвращайся в мой карман. И нужно не забыть забрать щедрый трофей. Так, это есть. Стонашки мои, морфий. Ох, лазерный маркер. Хорошо живем, господа. Ладно, лутаем Леху и будем сваливать. Я не хочу это все терять. Даже такого
С одной стороны, небольшого лута мне будет достаточно. Да уж, на самом деле не такие уже богатые были ребята, и чувствую, они очень сильно расстроились. Но блин, это Эпоч, и я думаю, никто бы не пропустил такую награду мимо своего носа. Все зависит от нас самих, и в игре, и в жизни, и дорогу свою в Дейс ты выбираешь сам. Все зависит от нас самих, и в игре, и в жизни, и дорогу свою в Дейс ты выбираешь сам. Ты играешь давно, но тебе нелегко. Иногда просто выжить уже достижение. Ты бежишь, а победа еще далеко, но она точно рядом, тут нету сомнений. Ну а напоследок я хотел бы вам напомнить, что у нас есть собственная группа ВКонтакте. Только в ней вы сможете самыми первыми узнать все новости канала, планы на будущее и, конечно же, анонсы новых роликов. Ссылочка на группу есть в описании.